Вот столько Twitch дропов выпало мне с начала новогоднего ивента 28 декабря 13:00 по Москве. С вами Сэр Холмс, я вам расскажу, как максимум дропс получить и как это делать правильно. Ну, вы видите, что падают как приятные вещи, типа ключницы, такие хлам в виде спичек. А так-то фактически может любой похожий предмет вообще, какой только в игре есть, выпасть. Я еще ничего не забирал с начала ивента, то есть это вот полная картина, все, что мне выпало. Сейчас 1 января, то есть 4,5 дня прошло. Потом на Твиче. На Твиче это выглядит вот так. Чтобы увидеть дропс на Твиче, надо зайти вот сюда, на эту кнопочку, и нажать вот на любое из уведомлений, да. И тут в хронологии видно, что падало. Вот мне сначала выпала ключ-карта, потом ключница, спички и так далее. Вот последний дропс. 2 часа назад этот, 5 часов назад этот. То есть как бы 3 часа разница, да, между дропами. Но фактически я специально засек 3 часа 20 минут она составляет. То есть заходим на трансляцию, да, с которой дропс подключены, ждем 3 часа 20 минут, падает первый дроп. Еще ждем 3 часа 20 минут, второй и так далее. Ну, тут у меня промежутки побольше, потому что, ну, что-то случалось там. Я перезагружал вкладку по какой-то причине со стримом, или ошибка какая-то вылазила, или кончался просто стрим у стримера с дропс, там надо было другого искать. Вот. А так-то, ну, все, что нужно сделать, это вот просто открыть стрим во вкладке. Это лучше делать в браузере, на ПК, во вкладке. Почему? Потому что, ну, ее можно оставлять в фоновом режиме, там переключаться между другими, что-то делать, вообще сворачивать браузер, там уходить куда-то по своим делам. Лишь бы был включен комп, лишь бы был стабильный интернет, ничего не прерывалось, да, чтобы... Вот, ну, само собой, если тут возникла какая-то ошибка на Твиче или что-то с интернетом стало, там вкладку перезагрузили по какой-то причине, тогда придется заново 3 часа 20 минут ждать вот эти вот. Так что лучше, чтобы стабильно было. Вот, важно очень, дамы и господа, смотреть только одну трансляцию. То есть не пытайтесь, пожалуйста, там открыть 10 вкладок, 10 разных стримеров в надежде, что выпадет дроп с каждого. Потому что даже вот здесь написано, что можно только с одной трансляции получить трофеи. Вот я пытался так делать, да, много стримов смотреть, мне вообще ничего не падало. Так что вот. Давайте сейчас расскажу еще, как это все сделать с самого начала. Ну, довольно все просто. Заходим на страничку профиля на сайте, на сайте игры, да, и тут кнопка будет «Привязать аккаунт Twitch». Само собой, там надо быть зарегистрированным еще, иметь аккаунт на Твиче. Вот потом переходим на вот эту страничку, я оставлю ссылку на нее. Тут описание, собственно, ивента. И что нам больше всего интересно, это список дат и список стримеров, у которых в каждую конкретную дату будут подключены дропс. То есть сейчас 1 января мы видим, что с 13 по Москве вот у этих стримеров подключены дропс. То есть выбираем любого, да, какого-то из этих. Вот у меня, например, Sneaky.ru. И важно, смотрим на название трансляции. Видим 24 часа. Что это значит? Значит, стример ответственно подходит к своей трансляции, любит своих зрителей, и он устроил марафон. То есть он стримит уже, ну вот, 9 часов, и у него впереди еще 13, 14 там получается. И поэтому как раз вот о чем я и говорил, дропов можно с него получить максимум. То есть каждые 3 часа 20 минут, пока у него идет стрим, вам будут падать дропы. Вот. И такие стримеры, они еще, как правило, делают рейд в конце своего стрима, да, когда у них дропс кончаются, срок выпадения дропса, они перекидывают всех своих зрителей на трансляцию какого-то другого стримера, у которого дропс только начнутся. То есть вот этот парень Sneaky.ru 007, я уверен, что он 2 января, то есть завтра, в 13:00 или даже чуть раньше, всех своих зрителей перекинет кому-нибудь из этих ребят, чтобы дропс продолжали падать у зрителей. Вот, то есть в идеале так можно вообще не выключать комп, да, не выключать трансляцию, вкладочку не закрывать. И все будет на автомате происходить. Ну, конечно, лучше проверять.
Ну, у меня, например, ПК включен с момента начала проведения акции, ивента. И вот столько уже нападало. Ну, тут какие-то возникали, да, шероховатости. Типа стример, ну, вы поняли. Ну, вот примерно как-то так. Вот, подписывайтесь, у меня тоже будут дропс, возможно, если все получится, 8, потому что 8 они будут вообще у всех. Ну и давайте подытожим. То есть важно, чтобы трансляция была стабильна, то есть не обновлять вкладку, не закрывать ее, чтобы с интернетом ничего не случалось, с Твичом ничего не случалось. И смотреть только одного стримера. И дропс потекут рекой, наверное. Ну, спасибо за внимание. Сэр Холмс, подписки. Пока-пока.